Маринерская долина — это самая крупная система каньонов в Солнечной системе, и ее размеры по-настоящему шокируют. Она растягивается вдоль экватора Марса почти на 2500 миль. Это почти как расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Ширина в некоторых местах превышает 370 миль, а глубина уходит более чем на 4 мили вниз. Если бы Гранд-Каньон оказался внутри Маринерской долины, он выглядел бы как трещина на ее дне. Чтобы еще больше впечатлить зрителя, эта структура занимает почти четверть всей окружности Марса. Она настолько масштабна, что хорошо различима с орбиты и выглядит как огромный разлом в теле планеты. Ученые до сих пор спорят, как такое могло сформироваться без тектонических плит, как на Земле. Ее общая площадь почти как вся территория Соединенных Штатов восточнее Миссисипи. Это не просто каньон. Это настоящий разрез планеты, геологическая рана, которую видно из космоса. Такие данные вызывают законный вопрос: как мог появиться такой колоссальный ландшафт? Что должно было произойти на Марсе, чтобы возникла долина, которая по всем параметрам превосходит любые земные аналоги? Ответ на этот вопрос требует анализа снимков, геологии и истории наблюдений. До начала 70-х годов поверхность Марса оставалась загадкой. Все изменилось с миссией Mariner 9, первым орбитальным аппаратом, сделавшим детальные снимки планеты. Именно его камера передала изображение огромной изломанной системы каньонов, протянувшейся вдоль марсианского экватора. Так была открыта Valles Marineris, Маринерская долина, названная в честь зонда. Снимки показали, что перед учеными не просто трещина, а целая система долин, расщелин и отвесных стен, уходящих в глубину на несколько миль. Это открытие потрясло научное сообщество. Никто не ожидал увидеть на Марсе подобное. Позже миссии Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter предоставили еще более качественные изображения. Их камеры высокого разрешения зафиксировали сложную слоистость пород, признаки обвалов, эрозии и даже возможных русел, сформированных жидкостью. Эти фотографии открыли новую эру в исследовании планеты. Ученые начали читать геологические слои как главы книги, каждый слой — след древнего процесса. Цвет, форма, структура. Все указывает на то, что здесь происходили события глобального масштаба. Вертикальные и наклоненные слои говорят о тектонической активности, а размытые границы — о возможном влиянии воды. Благодаря этим изображениям исследователи получили не просто картинку. Они увидели следы климатических сдвигов, геологических катастроф и, самое важное, потенциальное присутствие воды. Одна из самых интригующих тем, связанных с Маринерской долиной, это следы воды. Сегодня Марс — это сухая, холодная планета, чья атмосфера слишком тонка, чтобы удерживать жидкую воду. Однако геологи уверены, в далеком прошлом здесь текли настоящие потоки. На дне каньонов и вдоль их стен зафиксированы структуры, напоминающие русла. Они изогнуты, ветвятся, образуют разветвленные каналы. Вдобавок видны отложения, похожие на дельты, те же, что формируются, когда река впадает в озеро или море. Все это указывает на то, что миллионы лет назад вода текла по поверхности Марса. Ученые предполагают, что в прошлом атмосфера Марса была плотнее, а климат теплее. При таких условиях вода могла существовать в жидком состоянии. Некоторые теории связывают периоды временного потепления с изменениями наклона оси планеты, что вызывало таяние льда и образование потоков. Эти гипотезы подкрепляются компьютерными моделями и снимками с орбиты. Также в слоях пород находят минералы, формирующиеся только в присутствии воды. Это косвенное, но веское доказательство. На отдельных участках каньонов выявлены следы солей, которые обычно остаются после испарения жидкости. Все это говорит о том, что вода когда-то играла ключевую роль в формировании ландшафта долины. Именно водная история Маринерской долины делает ее особенно интересной для будущих миссий. Но помимо воды, внутри долины скрыты другие загадки, в том числе подземные полости. Именно о них пойдет речь далее. Когда вы смотрите на каньон сверху, вы видите стены, дно и слоистость. Но внутри этих структур часто находятся пустоты, обвалы и провалы. И они хранят в себе загадки. На некоторых участках исследователи заметили глубокие обвалы стен, где каменные блоки скользили вниз, оставляя на дне нагромождения и груды обломков. Такие обвалы могли расширять ширину каньона со временем. Есть также признаки карстовых полостей, участков, где породы могли растворяться или уйти под действием подземных потоков жидкости или газа. Хотя на Марсе условия для классического карста затруднены, альтернативные процессы, например, газосублимация льдов, могли создать похожие структуры. Интересен феномен хаотичной местности на восточном концах системы. Там камни, блоки поверхности выглядят как разрушенный ландшафт со множеством пересечений, как будто множество обвалов переплетаются. В некоторых случаях долина начинает раскрываться в такие хаотические зоны, где структура становится менее каньоноподобной и более беспорядочной.
Такие особенности важны, потому что они дают ключ к истории динамики, как двигались стены, какие силы действовали изнутри, как реагировали породы на напряжение. Они напоминают, что Марс не мертвая скала, а планета с историей, влияниями, внутренними силами. Чтобы разобраться, что такое Маринерская долина, нужно погрузиться в ее геологическое строение. Стены каньона состоят из разнообразных пород: базальты, осадочные слои, вулканические отложения и измененные минералы. В некоторых местах породы выглядят как сжатые пласты, в других — как расщепленные блоки. Нижние слои стен часто массивные и плотные, возможно, там древние лавовые покровы или базальтовые потоки, которые пережили разрушение временем. Над ними располагаются слои пыли, обломков, возможно, рыхлые осадки, накапливавшиеся в эпохе, когда климат был мягче. В местах, где поверхность подвергалась эрозии, слои обнажены, и видно, как они наклонены или изогнуты. Инфракрасный спектр и спектрометры фиксировали минералы, содержащие железо, магний и воду работающие соединения. Определенные соли и илисты, которые в земных условиях часто формируются под воздействием воды. Это укрепляет гипотезу, что геология долины подпитана прецедентами влажной среды. Еще один интересный элемент — трещины и сбросы в самой толще горных пород, которые могут указывать на внутреннее напряжение. Иногда стенки каньона содержат вертикальные щели, пересекающие слои, что говорит о том, что после образования слоев произошли движения пород. Изучая геологию, мы уже приближаемся к ответам, какие процессы могли вырезать такую огромную долину. Существует несколько основных гипотез, каждая из которых имеет свои преимущества и слабые места. Одна из наиболее простых теорий — растяжение коры. Марс мог подвергаться растягивающим силам, в результате чего кора треснула вдоль линии слабости, и участок опустился, образовав каньон. Однако для такой огромной трещины потребовались бы значительные силы и пластичность коры, чему противоречат некоторые модели. Другой вариант — эрозия жидкой водой. Если в древности по планете текли реки или поток воды, они могли вскрывать породы, углублять трещины. Но сомнение остается. Могла ли вода существовать в достаточном количестве и длительности, чтобы вырезать такую структуру? Третья гипотеза — сочетание тектоники и потопов. Возможно, сначала кора разорвалась, появились трещины, затем вода, льды и оттаивающие потоки усилили их, углубив и расширив каньон. Такое комбинирование процессов более гибкое и объясняет некоторые неоднородности строения долины. Есть и идеи, что вулканическая активность, газовые выбросы, внутренние процессы планеты, например, дегазация льда, могли играть роль. Например, давление подземных льдов или нагрев могли вызвать трещины и оседания. В окрестностях Маринерской долины находится массив Олимп, самый большой вулкан в Солнечной системе. Его масштабы и тепловая активность могли оказывать давление на марсианскую кору не только вокруг, но и на большие расстояния. Некоторые ученые предлагают, что вулканическая активность связана с формированием или усилением трещин в долине. Согласно гипотезе, лавовые потоки или сейсмические толчки могли создавать напряжение в коре, вызывая рост трещин и опускание блоков. Магматические интрузии могли подталкивать слои изнутри, разрушая слабые зоны. Температурное расширение пород и дегазация могли ослабить кору в прилегающих районах. Однако против этого есть аргументы. Существует мало прямых следов лавовых покровов в самой долине, которые можно связать именно с ее образованием. Кроме того, вулканические процессы несут больше тепла и пластичности, чем марсианская кора могла выдержать в те времена. Тем не менее, связь с Олимпом делает вулканическую гипотезу привлекательной, особенно если рассмотреть ее в сочетании с другими механизмами. Даже если вулкан не был первичной причиной, его воздействие на геологические структуры региона невозможно игнорировать. Воздействие Олимпа могло быть ключевым элементом в общей цепочке событий, сформировавших долину. Со времен Маринера-9 до наших дней ученые послали множество миссий, чтобы изучить Марс и, в частности, Маринерскую долину. Среди них Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter, а также марсоходы Curiosity и Perseverance. Эти аппараты внесли основной вклад в прием данных. Mars Reconnaissance Orbiter оснащен инструментами High-Rise Sea Crism, которые сняли каньон с невероятным разрешением и позволили анализировать минералы с борта. Именно эти снимки показали детали слоев, обвалы и структуры, которых раньше не было видно. Марсоходы, хоть и не могут напрямую исследовать дно всей долины, анализируют состав пород, атмосферу и климатические данные, давая косвенные подсказки о ее прошлом. Они измеряют состав грунта, присутствие солей, воду в почве и другие маркеры влажности. Кроме того, миссии
миссии Maven, изучающей атмосферу Марса, и Марс-Экспресс, европейско-российская миссия, добавляют контекст, изменения атмосферы и как растерянная вода могла испаряться или улетать в космос. Эти миссии суммируются в огромный массив данных, и они не просто отправляют снимки, но они передают спектры, тепловые карты, химические анализы. Все это помогает ученым тестировать гипотезы возникновения долины и понять ее эволюцию. Эти наблюдения помогают не просто строить гипотезы, но и планировать будущие миссии, теперь с точным пониманием, где и что искать. Вокруг Маринерской долины ходят разные сенсационные версии о скрытых базах, инопланетных строениях или секретных объектах. Но важно помнить, это спекуляции, не подтвержденные данными. Одна популярная теория гласит, что в недрах каньона скрыты искусственные камеры, коридоры или сооружения, оставшиеся от древней цивилизации. Однако все публично доступные снимки, спектры и радары не обнаруживают ни прямых геометрических форм, ни признаков материалов, не встречающихся в природе. Другая версия, что НАСА сознательно скрывает проявление жизни или руины в этой области. Но миссии, пролетавшие над долиной, публикуют данные открыто, а ученые по всему миру анализируют их. Если бы что-то аномальное было, оно было бы предметом множества независимых исследований и публикаций. Также встречаются утверждения о скрытых потоках воды, которые якобы существуют сейчас, но скрыты от общественности. Научные наблюдения не находят доказательств стабильной жидкой воды на поверхности долины в настоящем времени. Таким образом, конспирологические версии могут стимулировать интерес и обсуждение, но они не выдерживают проверки фактами. Реальность важнее мифов. Часто такие домыслы рождаются из снимков с искажениями или цифровыми шумами, которые зритель принимает за знакомые очертания. Что дальше? НАСА, ИСА и частные компании планируют новые миссии к Марсу, в числе перспектив, посадочные аппараты в регионах Маринерской долины, способные пробурить породы и получить образцы глубже, чем те, что есть сейчас. Одной из задач станет доставка образцов на Землю. Если аппарату удастся поднять породу из глубоких слоев каньона, исследователи смогут изучить ее в лабораториях с куда большей точностью, чем сейчас, и подтвердить или опровергнуть гипотезы о воде, органике и истории планеты. Новые орбитальные инструменты могут использовать радарный зонд, чтобы заглянуть под поверхность, обнаруживая слои, воду или лед, невидимые обычному обзору. Возможны миссии с дронами или летающими аппаратами, способными пересекать каньоны и снимать их изнутри. Маринерская долина — это не просто каньон, это окно в прошлое Марса. Ее размеры, структура, следы воды, внутренние пустоты и геологические аномалии — все говорит о том, что Красная планета была активной и менялась. Мы увидели величие, но впереди детали, которые еще предстоит разгадать.